Итак, всякие привет, друзья, Миран на связи штуки, и я рад приветствовать вас в эфире нашего авторского блога о музыке. Думаю, мы обойдемся без всяких эпических объяснений, а необходимый контекст я постараюсь подать по мере выпусков и прочего контента, если мы вернемся на более-менее регулярные рейсы. С планированием, как выяснилось, в нашем деле лучше не размахиваться. Конечно, поначалу мне хотелось ворваться после перерыва с каким-нибудь эпохальным выпуском на оригинальнейшую тему, там топ-10 видео про топ-5 лучших групп. Но нет, я набрал команды по самому релевантному в рамках МММ принципу. Я просто взял рандомных групп. Да, каждая из них по-своему случайно попала в мой плейлист, но все эти появления не были бы возможны без МММ. Начну с самого дефолтного типа случайностей. Просто увидел альбом в ленте, чем-то он меня привлек, было настроение нажать на кнопку play, а там оказалась, такая годнота. Группа Fjords и их дебютник Onirica. Даже в 2019 году, не имея в планах видео для МММ, я все равно чекал ленту, именно с мыслями, вот сейчас найду что-нибудь и как поделюсь с подписчиками при случае. Некоторые такие понравившиеся альбомы я сразу кидал в наш чат в Телеграме, но что-то придерживал у себя, потому что хотелось, вот так, чтобы наверняка донести музыку до большего числа слушателей разом. С Fjords получился именно второй вариант. Послушал я их и такой, все, пора вот это вот дело расчехлять. По своему первому впечатлению, для меня они напомнили группу Ages, которые уже были как-то у нас. Название в духе «Попробуй-ка нас на гугле», простая, но приятная обложка в сине-зеленых тонах и такое же блаженство с первых нот. Итак, теглайн Fjords — прогрессив, атмосферик, мелодик, doom, death, metal. И внутри всех упомянутых направлений Fjords работают на каком-то непомерно высоком уровне. Органичнейшее построение композиций. Тут плотно, тут побольше воздуха. Баланс вокалов какой-то Иисусий просто. Каждая нота и каждый звук высечены из инструментов ровно так, как надо. И при том, что я не какой-то большой любитель околодумовых штук, тут не то чтобы я не успел заскучать. У меня не возникло мысли о том, что у кого-то может возникнуть мысль о том, что можно заскучать во время энного прогона альбома. Правда, про каждую инструментальную и композиционную составляющую я готов накидать пару-тройку хвалебных эпитетов, но в то же время мне не хотелось бы погружаться в анализ альбома. Onirica представляется мне такой потрясающе красивой ледяной фигурой, вокруг которой надо очень аккуратно ходить. Ведь каждое касание, читай прослушивание, забирает у него часть первозданного вида, нашего первого впечатления. Так что лично я бы хотел дозировать свое упоение этим альбомом, а дальнейший процесс погружения в музыку Fjords оставляю для вашего личного знакомства. Очень надеюсь, что и для кого-то из вас свет заиграет на ледяных гранях схожим образом, и вы тоже увидите что-то такое. Перейдем к другому виду случайностей. Группы, которую я узнал напрямую благодаря вам, подписчикам. Такое довольно часто происходило. Кто-то кидал мне альбомы в личку, рассказывал при встрече, писал названия в комментариях к выпускам. Я стараюсь всегда отслушать все, что прилетает из комьюнити.
И так зачастую в моем плейлисте поселялись группы, без которых я не представляю определенные периоды в жизни. Команду, о которой я сейчас расскажу, Ло, Факториал. Кто-то из вас реквестил на стриме, и мы тогда посмотрели их клип Locust Christ. Стримовский контент отслеживают далеко не все, поэтому я решил рассказать про этих ребят еще и в таком формате. Ведь тогда и на трансляции я не очень справлялся с эпичностью увиденного и услышанного, и потом еще кучу раз возвращался к ним, очень много слушал все их релизы, а клипы посмотрел как-то непозволительно огромное количество раз. И вот именно клипы Ло я считаю одним из главных своих открытий прошлого года. Я их не просто смотрю, а штудирую как учебник поехавшего креатива. И вообще считаю очередным доказательством того, что идея и стиль главенствуют над стоимостью продакшена. И еще один интересный нюанс, связанный с этими австралийцами. В случае с Ло я прям чувствую силу личности музыкантов. Каждый из 4 участников уникален и по-своему формирует образ коллектива. Вокалист очень артистичный парень, это мы уже заметили. Басист, собственно, продюсирует все клипы. Драмер мясорубка с очень своеобразными грувами, гитарист какой-то яростный высекальщик. И всех их очень интересно слушать на видеодневниках со съемок клипов, записи альбома. Каждый из них там что-то придумывает, какие-то нюансы, крафтит там для обложки. Вот тут действительно тот случай, когда можно сказать, это пресс-релизная не группа, а единый организм. И правда, отрадно, что такие группы документируют свои съемки и записи. Там действительно можно много полезного посмотреть. Например, чего стоит музыкантам сниматься в радиационном защитном костюме. Или, например, для меня было открытием, что большинство треков на их альбоме Vestigial записано без метронома с целью более честной передачи живости и агрессии исполнения. Кто молодец? Да все молодцы, но драмер, конечно, особенно. Ну и к третьему виду случайностей. Недавно мы с Анвальтер ездили в очередной тур, а в турах я всегда стараюсь как-то внимательно относиться к окружающим меня группам, если мы делим с ними сцену или если их стикер наклеен в туалете локального клуба. Опять же, на случай, чтобы вам про них рассказать, ну и помочь хорошим ребятам продвинуться. И вот, один из концертов в бельгийском городе Фонтен-ле-Век, прям окраина, дефолтный клуб для сходок местных байкеров, и вроде ничего особенного не ожидается. С нами, помимо пары других коллективов, играют швейцарцы Кассокта. Наступает их время, они убирают со сцены абсолютно все, выносят свой став вместе с пультом, барабанами, ковром для барабанов, бэклайном, вообще всем. Не то чтобы большая редкость, но сразу видно, что ребята заморочены на своем звучании. Ну окей, думаю, посмотрю на них повнимательнее. Посмотрел. Не наваливают. Ну, во-первых, вокалистка Стефани Хёгенен. Внешний вид, скрим, чистый вокал, все идеально. Во-вторых, гитаристы, они просто адово высекают. Все у них чистенько, технично. Младшенький вообще достигает каких-то нечеловеческих скоростей даунстрока. Ну нахер. Ну и в-третьих, барабанщик. Бесконечно позитивный чувак, инста которого, я думаю, надолго стала для меня источником вдохновения для тренировок. Я уже довольно важные штуки для себя там подсмотрел, а ведь не будь нашего с вами блога, я бы, может, тогда забил бы и не остался бы смотреть Кассокту.
Вот за это я и люблю такие случайности. Еще, кстати, этот кудряшка играет очень недурной Atmospheric Black в составе Can Bard. Их превьюшки я сейчас ставить не буду. Ну и куда-то спешим. Ну, и вы знаете, АБМ трудно расценивать по коротким фрагментам, так что заходите в паблик, я все залью туда. Дискография Cassocta пока состоит из одного полновеса, который они выпустили еще под старым названием Deus Ex Machina, и эпишки The Call. И прогресс виден очень сильный. Ребята заморочились с видеоконтентом, звуком, перформансом и в крайне сжатые сроки подняли свой продакшн до весьма впечатляющего уровня. Музло у них такой прогрессив МДМ, просто пушка. Рифы для жанра вообще вышаг. Мне страшно повезло, что я тогда оказался в Фонтейне. Уверен, эти ребята выстрелят, и за их прогрессом будет очень интересно понаблюдать. На этом, думаю, пока все. Музыка из выпуска появится в нашем паблике ВКонтакте, а если вы дружны с МММ-ботом в Телеграм, то альбомы сами прилетят к вам в личку вместе со ссылками на все возможные стриминговые сервисы. Мне было очень приятно с вами увидеться, спасибо, что несмотря ни на что ждете, делитесь друг с другом музыкой и поддерживайте любимых исполнителей. Отдельная благодарность нашему чатику в Телеграме, кстати, заходите, если еще не. И спасибо европейской гастрономической части нашего комьюнити за поддержку в туре. Увидимся, друзья, когда-нибудь. С вами был Миран. До связи.